Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы будем готовить очень вкусный, нежнейший персиковый торт со сливочным кремом. Я очень люблю этот рецепт. Такой торт просто тает во рту и получается к тому же очень красивым и праздничным. Состоять он будет из бисквита, сливочного крема и персиков. Итак, для бисквита нам понадобятся следующие ингредиенты. 4 яйца, 200 граммов сахара, 160 граммов муки, пол чайной ложки ванилина, чайная ложка соды и чайная ложка 6% уксуса. И для начала яйца нужно очень хорошо взбить с сахаром до густой, воздушной, пышной массы. Вначале нужно слегка взбить яйца. Затем добавляем сахар и все тщательно взбиваем. Масса посветлела, загустела и увеличилась в объеме. Теперь гасим соду уксусом и добавляем ее в тесто. Постепенно всыпаем муку, добавляем ванилин, хорошо размешиваем и немного взбиваем тесто. Тесто должно получиться пышным и воздушным. Тесто теперь нужно разделить на 3 части и испечь 3 отдельных бисквита. Можно использовать силиконовые или металлические формы. У меня вот такие разъемные. Дно в них лучше застелить пекарской бумагой и смазать растительным маслом. Маслом также смазываем и стенки формы. Равномерно распределяем тесто по дну формы. Выпекается такой бисквит при температуре 180 градусов в течение 15-20, может быть 25 минут. Все зависит от того, какой ширины форму вы взяли. А готовность проверяем, как всегда, зубочисткой. А пока наши бисквиты выпекаются, приготовим крем. Для крема нам понадобится пол-литра сливок, стакан сахарной пудры, 3 яичных белка и чайная ложка лимонного сока. И для начала нужно взбить обязательно охлажденные сливки до пышного устойчивого состояния. Обычно это занимает всего несколько минут, и сливки нужно использовать обязательно жирные, не менее 33%. Как только сливки загустели, взбивать их больше не нужно, иначе их можно испортить. Теперь их лучше убрать в холод. А пока займемся белками. Их нужно также взбить до устойчивой пышной массы и лишь затем добавлять сахарную пудру. Белки, как и сливки, должны быть обязательно охлажденными. Пудру добавляем частями, постепенно и взбиваем до гладкости массы. Добавляем лимонный сок и еще раз хорошо взбиваем. Лимонный сок здесь можно заменить 6% уксусом. Белковую массу вмешиваем во взбитые сливки и доводим крем до однородности. Готовый крем снова убираем в холод. Бисквиты испеклись, они полностью готовы. Не переживайте, если во время выпечки они очень сильно поднимутся, а затем опустятся. Так и должно быть, зато они получаются идеально ровными. Теперь достаем их из формы, убираем бумагу и даем им полностью остыть. Главной изюминкой этого торта являются, конечно же, персики, и нам понадобится 4-5 половинок консервированных персиков. Также для пропитки нам понадобится 200 мл сиропа, в котором они были, но так как этот сироп обычно густой и очень сладкий, его можно слегка разбавить водой. Теперь приступим к сборке торта. Персики предварительно нужно нарезать тонкими дольками. Бисквит довольно обильно пропитываем персиковым сиропом. Покрываем первым слоем крема, раскладываем дольки персика и покрываем вторым слоем крема. Повторяем то же самое с каждым коржом. Верхний корж и бока торта промазываем оставшимся кремом. Разровнять крем можно с помощью ножа. Оставшимися персиками украшаем верхушку торта. На этом очень нежный и вкусный персиковый торт готов. Его нужно только убрать на 2 часа в
холод, чтобы он полностью пропитался. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите мне комментарии, а также заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!